Так, ну сначала так сначала. Что же? Я считаю, что неплохо даже то, что мой прошлый персонаж помер, так как есть возможность проверить одну мою теорию. А именно какую? Говорят, что в середине сезона начинать так же сложно с берега, как, в общем-то, и в начале. Хотя, по сути, должно быть большинство кепок уже там в центре карты и все такое. Короче, кепок мало должно оставаться. И в принципе-то так и есть, но почему же тогда сложно начинать? Теория у меня состоит в следующем, что виной этому отмель. А именно то, что очень часто ездят на отмель и там уже залутанные игроки. И, соответственно, в связи с этим лутают прибрежные города, так как проезжают в основном через них. Ну и чё? Как лично мне кажется, причина именно в этом, хотя это не точно совершенно. Ну и что хочется добавить к этому? А то, что неплохо было бы вот этого вот чувака с отмели, который квесты принимает, перенести куда-нибудь в другое место, то есть подальше от берега. Не так далеко, чтобы было прям критично, но и не прям под города для кепочного лутания. Как вариант, это может быть замок Зуб, к примеру, на него снаряды не падают в принципе. Ну и расстояние такое, в принципе, небольшое, чтобы добежать, там, сдать квесты. Это и убережет прибрежные города от такого непомерного лутания, что оставит кепкам шансы. И в то же время кепки вполне себе смогут добежать до туда, так как, ну, Зуб находится не так уж далеко. Все равно перед сдачей каких-то квестов там надо подлутаться, что-то выполнить и тому подобное. Короче, как-то так. Ну а мы начнем все заново, что поделать. Наборчик надо брать. Где-то мне зомбарь спалил. Хорошо. Пробежимся. Очень люблю бегать на старте. Кстати, я уже замерз. Что у меня по палкам? Палки есть. Ну, надо сразу заломать, ломать. И, видимо, сразу греться. Кстати, что заметил, после смерти квесты, которые у меня были в процессе. То есть, вот, нажимаю в процессе. И квесты у меня сохранились. Ну, это явно баг. Да, надо все фиксить. Так что да, квесты сохраняются. Это надо оповестить администрацию, чтобы они это дело поправили. Не думаю, что это так задумано. Так что как-то так. Рюкзачок лежит. Уже неплохо. Опа. С масочкой. Вообще шик. Штурмовые боты. Это я беру по любасу. Может быть, найду скорняк. Будет вообще топ. Так, ну это похоже у нас электро. Так как вот эти вот два домика, точно помню, находились за электрой. Ну и мне надо бежать к ним, около них колоночка рабочая. Ну и не знаю, надо с ручником искать, получается. То ли нож, то ли что. Ну, короче, какие-то спичечные дела. Иначе у нас начнутся проблемы. Фаер-то один. Это один раз отогреться, и это, кстати, случится довольно скоро.
Ну а дальше что делать, я ума не приложу. Либо курятину какую-то искать из там костяных ножей делать. Вот эти вот все палочки там розжиги. Ну, либо помирать, чё? Курточка санитара. Так, а вот ее, по-моему, стоит и залатать. По-моему, она выше утеплением. Сейчас мы во всяком случае это проверим. Среднее утепление. Ну, уже лучше. Уже лучше, чем у меня. А это мы, пожалуй, выкинем, да? Нам его не порвать. Да и ладно. Опять гребаная пурга и вот это вот все. Честно говоря, поддостала меня маленько зима уже. Хочется чего-то теплого и солнечного. А сейчас, по всей видимости, я трачу последний фальшик. Да. И дела мои начинают идти не лучшим образом. Так, тепловой бонус дал. А фальшик мне, наверное, придется брать с собой. Насколько он станет заметней. Потому что зомбарита на свет сейчас реагирует. Ой, здрасте. Я не к вам. Прошу прощения. Что это? Веревочка, ну возьму. Пока надо все. В метель хотя бы зомбаки не так замечают, и то радует. А что мне сейчас необходимо, так это что-то режущее. Не найду хоть что-нибудь, чем снимать кору с дерева. Все закончится быстро и плохо. Так, на горизонте у нас пожарная часть. И я хочу туда попасть. Там может быть топор. Оп. А это мне только на руку. Но зомбарей, конечно, там... Да-да. Чё-то, походу, сегодня топоров не завезли. Кончились. Да, придется крутиться. Балаклавка. Уже пойдет. Так я мерзну, вот как псина опять. А что вы хотели? Мокро? Мокро, неуютно. Ну и фаер у меня уже выгорает. Поентому надо скоро греться. Так, чего там у нас? А, телогрейка. Это не то. Так, по всей видимости, пора согреваться. Буду ломать еще куст. Ну и греться, наверное, даже в этом баре. Далеко бежать не хочу. А вот, кстати, и порез подъехал. Здравствуй, черно-белый фильмец. Второй порез. Ну, это почти равносильно смерти. Это прям уже вообще не весело. Да уж. Началось выживание. А что я туплю-то? У меня же набор для шитья. Сейчас заодно и проверим, заражусь я или нет. Блин, совсем забыл про эту механику. Ну, минус полкрови. За свою забывчивость. Кстати, набора потратилось довольно-таки много. И вроде я ничем не заразился. С одной стороны плюс, с другой опять-таки пролюбил половину своей крови. Ну шо, костер погас. Бонус получил. Метель идет. Неприятно, что метель. Разжигать костры мне больше нечем. Ну и швейки моей осталось тоже там. Не знаю, может один раз себе рану зашить. Нужен бинт. Это получается... Надо рискнуть и гнать. Куда? В больничку.
Надо было сразу туда сходить, когда был недалеко от нее на самом деле. Что это? Спортивка. Ну а зачем она? Зачем? Ну, наконец-то я загрузился на этот сервер. О. Все поменялось, цвета изменились. Просто рекордное время я провел в очереди. Именно где-то 1:40. Ну и у меня закрадываются подозрения, что следующий сезон я уже буду на другом проекте. Потому что, честно говоря, такие очереди стоять, ну, вообще не камильфо. Стрим, само собой, тоже будет не по данному проекту, потому что, ну, сами понимаете, в такой очереди это один разок откис и 1,5 часа пялишься в загрузку. Тоже как-то не очень. Вот такие вот пока новости. Ну, а я тут продолжаю искать что-то полезное. Двигаюсь к больничке. Надеюсь, все-таки там будет зомбей не так много. Ну и что-то мне подсказывает, что эта попыточка выживания не увенчается таким уж успехом. Так как дела у меня, мягко говоря, паршивенько. Если как минимум я не найду какой-нибудь ножик, то все это закончится весьма и весьма печально. Но будем пытаться, будем смотреть, что тут можно придумать. Штаны пожарного, кстати, лучшего утепления. Ну, это надо брать. Так, а это рвать. Ну, вот и температурка вниз поползла. Кажись, опять промок. Что там у меня? Ну да. Штаны пока промокнуть не успели. Но это мне не особо поможет, если я вот прям сейчас не нахожу какие-нибудь спички или фальшик. Прям вообще никак не помогает. Ну или нож. Хотя бы на один разок кору срезать. Ого, теплая куртка. Надо брать. А вдруг фартанет? Сейчас посмотрим. Ого. Армейские ботинки. Высокое утепление. Так. Блин, один хрен холодно. Что ты будешь делать, а? Хреново, хреново. Помирать-то в таком сете уже не круто. Ну вот, походу, я и умер. Осталось у меня буквально чуточка тепла. Еще буквально там, ну не знаю, минуту мне бегать, и я начну умирать. Таблеток у меня нету никаких. Соответственно, ну, сухое молоко хотя бы поем. Соответственно, что? Придется до следующей жизни. Так, пробежался я чутка. Правда, начались такие лаги, что прям кошмар какой-то. Опять FPS просел. Кровь у меня опять в нулину. Видите, даже анимация идет с пролагами. Вообще не понимаю, из-за чего это. Выдает у меня игра там, в принципе, 60 FPS плюс. А в какие-то определенные моменты прям бам. И в ноль. Практически там 20 FPS все это дело падает. Ну, получил я одну плюху, в принципе, чё. Пробежался, чуть-чуть отогрелся. Но особо это мне не поможет. Почему? Кстати, куртку можно заштопать. А чё нет? Чё терять-то? Ну ладно, значит, начинаем сначала.
А чё такого-то? Всякое бывает. Вот и в 0 температурка. А все из-за того, что я вымок. Бывает. О чудо, я нашел фаер на верхнем этаже. Но у меня с собой, правда, только 2 палки. А градусник уже мигающий. Еда уже красная. Так что я бы не рассчитывал на хороший исход этого всего дела. Потому как ХП у меня сейчас просто стремительно начнет падать вниз. Ну что я могу сказать? Я, наверное, сделаю еще одну попытку выживания. Ну и, как мы видим по луту, в принципе-то, оно и более или менее. Хотя, опять же, ну, я нахожусь на некотором удалении от отмели. Поэтому, возможно, моя теория и не совсем верна. По поводу того, что отмель как-то способствует такому вот категорическому отсутствию лута. Лут-то, в принципе, я нашел. И неплохой. Единственное, что мне не повезло со спичками, я вымок, и, в общем-то, вот наложились такие обстоятельства. Предлагаю сделать паузу, скушать Твикс. И рискнуть сломать палки. Если я их тут вообще найду. Потому как без палок я даже до отмели не доберусь. Там, в принципе, может, люди бы и помогли. Что вряд ли. Так как их там попросту может и не быть в данный момент. Ну, а если порежусь, то это все ГГ. У меня крови там вообще капелька. Ну и она, собственно, вся вытечет. Так что надо сушить вещи и пробовать добираться до отмели. Вот даже я не порезался. Шо странно. В этой попытке я не такой везучий. Ну все, бонус получили. Так что рывок. Бежать довольно-таки. Не, ну как? Примерно как до порта и еще столько же. За это время, я думаю, ну максимум я промокну. Так что, возможно, повезет. И да, пока я бегу, я так понимаю, количество игроков на сервере уменьшили. Потому что вот сейчас показывается, что на сервере 45 игроков. И, по-моему, больше не становится. И когда я зашел на сервер, было 45. Но, тем не менее, я стоял в очереди 1,5 часа. Напоминаю просто. Так что даже не знаю, зачем это сделано. Может, и чтобы уменьшить количество лагов. Вот сейчас, например, все нормально, хотя тут, в принципе, большая территория грузится. И вроде как они наоборот должны быть, по сути, но их нет, FPS стабильный. А так он бывает проседает то в поле, то в городе, и с чем это связано, хрен поймешь. Ну ладно. К отмеле уже почти подбегаем, тепловой бонус, но он сейчас закончится, правда. Я уже влажненький. Так что да, он сейчас закончится. Остается надеяться, что на отмеле кто-то есть. И этот кто-то сможет поделиться со мной едой. Ну, обогреть, приласкать. И так далее. Зомбарь убитый. Но заспавнился еще один. Значит, давненько тут не было людей. То бы его уже шлепнули. Желудок уже урчит. ХП вниз пошло. Ну и как-то так. Ну да, здесь никого. Что будем делать? Есть какой-то варик ждать?
Да я особого смысла не вижу. Помирать так помирать. Ну, как вы уже, наверное, поняли, серия получается какого-то такого экспериментального характера, даже не с целью прям выживать. Не знаю, зачем я это рву. А с целью посмотреть, что по луту. Ну и как бы лут есть, в принципе. Причем попадается весьма неплохой. Но вот опять же с погодными условиями мне совершенно не повезло. И именно поэтому я промок. Мне не хватило тепла, чтобы передвигаться быстрее. Ну и соответственно я замерз. Из-за этого у меня ушли калории. И сейчас я, в общем-то, умираю. Особо я никуда уже не добегу. Так что, в принципе, побегу напрямик. И там, где помру, там и помру. Попытка номер раз не удалась. Ну шо же. Попыточка номер два. Ой-ой-ой-ой. Что-то тут опять неладное. Так, маяк. Дома. Где это я нахожусь? Очень похоже, что я нахожусь рядом с Черногорском. То бишь меня отбросило вообще в дальние дали. Ну и что же? Посмотрим, что тут имеется. Кстати говоря, что-то показалось. Да, написал я в Discord по поводу заданий. И мне ответили, что это не баг. На самом деле странная механика, очень странная, я ее не поддерживаю абсолютно. Я все-таки за реализм. Пусть он сложный, но это реализм. И как бы такого, ну, на мой взгляд, быть не должно. Все-таки раз назвались хардкором, то надо и этому следовать. Ну что же, я высказался, а мы продолжим наши поиски. Выживание там, все такое. Я тут слышу, вижу курочку. Правда, кулаком ее такое себе долбить. Ну вот есть палочка, допустим. Ах ты, зараза. Ну куда ты, ё-моё? Сволочь такая. А, в воду ты не лезешь? Как тебе такое? Наконец-то, блин. Бегал полчаса, наверное. Ну, рвать чё? Рвать. Я уже тут. Однако так замерз, пока за ней бегал. Ну а что делать? Дождевичок с таблеткой. Ну... На первый взгляд он якобы не должен там мокнуть. Опа, кстати, у меня уже температурка. Взять в руки. Так что надо греться. Прям по-быренькому. Ну, круто. Еще и, блин, рестарт. Прям везет. Так, грудка у меня чуть-чуть потеплела. Ее сразу в инвентарь. Чтобы она нас грела. Костяной ножик мы сделали. Так, яблочко у нас 100 градусов. Тоже давай согревай нас. Что-то как-то не особо-то греемся. О, пошло дело. Футболку разорвать. Все, дожариваем нашу продукцию. Наверное, палку.
Хотя, наверное, мне хватит этих 2 палок. А может и нет. Да, ладно. Чё жалеть-то? Помирать так счастливым. Ну шо, рестарт прошел. И надо этим пользоваться. Пока что тут в ближайших, по крайней мере, 100 метрах от меня не заспавнились зомбаки. Магазин пустой. Ну а чё, возьму. Конечно, вероятность того, что я найду спортер, прям никакая. Но что-то должно лежать в кармане, правильно? Так, очередная ненужная для меня в данный момент вещь. Комплект для чистки оружия. Ну, не то, чтобы мне не надо. Но могло бы быть что-то получше. Вот, например, бушлат. С комплектом для сбора крови. Бушлатец-то я, понятно, беру. Дождевик промок, вы серьезно? Блин, это еще один минус в копилку. Не должно такого быть, не должно. О, разгрузочка. Берем, берем. Колоночка. Берем, берем. На самом деле, я вот тут сейчас так думаю. А не попробовать ли мне совершить рывок? Рывок прям-таки до электры, а потом... суп с котом. Потом будем думать. Кипон. Низкое. Плохое. Хрен знает, наверное, все-таки низкое оно лучше, чем плохое. Или нет. Но в любом случае я уже замерз. Замерз. И мне, получается, надо искать веточки. Палочки, веточки. Опа. Ну вот тебя еще тут не хватало, а? У меня что? А у меня одна палка есть? Ну блин. Одну палку тратить на то, чтобы согреться тупо, это как-то не очень. Да ладно палку. Я трачу в первую очередь розжиг. А розжиг у меня на вес золота, по крайней мере, пока что. Так, ну вот беда. Я не могу найти гребаные палки. Придется куда-то сюда бежать. Здесь вроде как вдоль дорог кусты растут. Вон, кстати, один. И это я возвращаюсь в неприличные места. Но мне надо. Я уже сейчас начну мерзнуть очень сильно. И это плохо кончится. Кстати, палки-то у меня были. А я и забыл. Ладно. Здравствуйте, бабуля. Извиняюсь, что так нагло. Но ничего поделать с этим не могу. Мне холодно. Вот и мое пристанище. Тут вроде раньше была печка. Или она наверху. А вроде бы я попал. А нет. Вот она есть. И что-то лежит. Но мне пока не до этого. Телогрейка, кстати, с патронами. Средняя, а у меня средняя. 25-20. Ну, тут очевидно. Патрончики только возьму. Ну и все. Еще одна телогрейка. Все-таки вот насколько различается лут. Казалось бы, от города до города чуть-чуть. Но этот находится на большем удалении от места, так сказать, всеобщего пользования. И лута здесь намного больше. Почему? Потому что лутают меньше. Шапочка. Пойдет для начала. О, что это? Карабин.
Патронов нет, но я возьму. Вот, вот, о чем я и говорю. Лута валяется море. Чуть-чуть дальше от отмели. И лут есть. Я, пожалуй, даже не буду пока уходить отсюда. Наверное, все-таки попытаюсь счастье где-нибудь там в больничке, в пожарке. А вдруг? Лут-то имеется, собственно. Так почему бы и нет? Пока что моя теория подтверждается. Но это пока что. О, спички. Как я вас давно не видел. Вы бы знали. Баллистический. Но мне уже не надо. Ну вот лут практически в каждом доме. Ну, конечно, не в каждом, это я утрирую, но что-нибудь доваляется. Буквально вот через дом, там рубашечка, шапочка, кепочка, еще что-то. И вот после этого говорить, что вот это вот место не влияет на количество лута и выживаемость, да ну я не поверю. Влияет и еще как. Патрончик. Берем. Как я люблю эти ларечки. Вот никогда в них не валяется какой-нибудь фигни ненужной. Что не лежит, все надо. О, перчатки. Удачненько вроде бы и зашел-то. Так, сделать набор для костра. Надеюсь, успею, пока фальш не погас. Там вообще осталось просто минималочка. Так, отходим. Поменять. Разжечь. Да. Четко. Ну и, наверное, надо палки прикреплять. Шо же уж. Еды я пока не нашел. Но что я нашел? Перчатки хорошие нашел. У меня есть, в принципе, обувка. Я ее поменяю сразу, чтобы вот эту подсушить. Ну и надо вещички тоже подсушивать. Сейчас, наверное, пойду к больничке. Ну или не знаю куда. Куда-то. И да, игроков на сервере все-таки 50. Возможно, то был какой-то баг с надписью, не знаю. Или что это было. Хрен разберешь. Гребаная вьюга. Вот и что делать прикажете? Не камильфо под таким бегать. Вообще, как не зайду на сервер, все время вьюга. Вьюга, вьюга, вьюга. Уже маленько подташнивает от этой зимы. Сюда, что ли, зайти? О, кувалда. А чё, я помираю, что ли? Или как это понимать? В честь чего это мне кувалду подарили? Ага. Понимаю. Зомбарики тут гуляют. Ну и я пройдусь за компанию-то. Куда-то не в ту степь меня понесло. Надо бы к домам двигать. Тут-то я еду вряд ли обнаружу. А покушать не помешает. С теплом вроде как я проблему решил. Спички у меня есть. Ну и ножей, в принципе, я смогу наделать. А вот по еде-то у меня проблема. Так, что у нас тут? Кассетка Любе. Аудиотрек. Я так понимаю, кто-то тут аирдроп разлутывал. Ну, либо ему Любе не нравится. Что это, что это? Патрончики. Пригодно. 22-е теперь уже.
На самом деле, пока тут метель, хотелось бы в больничку наведаться. Чтоб поменьше шуметь. А потом уже дома пролутывать. Ну и чё тут у нас? Ага. Понятненько. У нас тут жители-то имеются. И вот хотел я туда попасть, а она там ходит, бродит. Зачем туда пришла? Кто ее позвал? Вот шо ты на меня смотришь, а? Вот иди, иди. Чё? Без штанов? Кто тебя такую пустил? Или ты пациент? Ну, что-то лежит, кипарь, по-моему, какой-то. Сейчас мы это проверим. Бинтик бы найти, вот был бы кайф. А то без бинтиков-то как-то грустненько. Червячок. Червячок, а это не рвется. Ладно. Не рвется, так не рвется. Перчаточки хирургические. А я возьму. А вот возьму. Хоть какие-то да перчатки, там пару мусорок обыскать. Хотя я пока этого делать не могу. Швейки у меня нет. И маски тоже нет. Так что для нас пока помойки не лутабельные. Что тут нам принесли? Штаны медика и морфин. Морфинчик вешаем. А это вешается? Блин, у меня все промокло, кстати. Спички. Спички не тронуты. 100. Опять-таки. Ну, я в любом случае нарезал уже себе коры на всякий случай. Чтобы не оказываться в безвыходном положении. И что? И все. Мишка. Тряпочки мне принес. Денежки. Ну как не взять? Тем более он психичку выводит. Соответственно, если в руках носить. Кто забыл вдруг? Или не знал? Ну чё, пока я тут бегаю, могу сказать примерно следующее. Если вы родились рядом с отмелью и хотите выжить, бегите оттуда как можно дальше. Место это вообще непригодное для лутания. Но опять-таки причину я озвучил в начале. Чувствую я, что после пожарки надо бежать на колонку отпиваться. Вода уходит прям по 2 палки. Вообще не знаю, с чем это связано. Вроде как раньше по одной уходила. А может, я что-то путаю. Но факт остается фактом. Надо что-нибудь попить. Если, конечно, мне лимонадик тут не подкинут. Не? 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 Похоже, что нет. Охотничьи боты. Лучшее утепление. Ну, запаска у меня есть, так что я просто меняю. Это хорошечно. Но я уже влажный. Такое неприличное слово. Мистер Пожарный ходит. Куст мне выпал не очень удачный. 2 бревна. Видимо, кассеты мне не пригодятся, я так понимаю, да? Хотя могу взять, но... Да зачем? Зачем они мне? Так-то, если поразмыслить. Да, с топором не фартануло. Не свезло, как говорится. Ну, еще надежда есть. На прилегающие здания. Отвертка. Ну, это уже... Уже гуд. Ну да, исходя из соображений, что я уже убежал хрен знает куда. Я так понимаю, что идти мне прямиком в новоселки.
Там до колонки будет всяко ближе, чем я буду возвращаться на набережную. Вот то местечко я, пожалуй, стороной обойду. А то там и волосатики бывают, и военные. Ну их нафиг. Ну и надо в ближайшем домике отогреваться. Так, ну а пока я тут греюсь, отогреваюсь, у меня начинаются проблемы нового масштаба. Собственно, красное яблочко. Похоже, в этот раз я помру от голода. Если по вещам у меня сложилось все в принципе неплохо, то вот с едой просто отвратительно. Что делать, не знаю.